Всем привет, меня зовут Алла, и сегодняшнее видео это подробный мастер-класс по пошиву вот такого очень интересного, а главное необычного изделия. На первый взгляд кажется, что это обычный простой текстильный короб для хранения, но так как полотно для его пошива термостойкое, то при необходимости этот короб может использоваться как грелка на заварник. Долго тянуть не буду, приступаем. И начнем мы с выкройки, несмотря на то, что у изделия 3 детали, одна съемная и 2 детали основы, нам нужно будет сделать всего лишь одну деталь, и это круг. Пополам складываю листок А4 для удобства, для того, чтобы определить, где центр. Ставлю свой заварник, так как на него и буду ориентироваться. Также для удобства вот так устанавливаю линейку, можно взять все что угодно, журнал, книжку, просто чтобы было удобно. И делаю отметки с одной и со второй стороны. Также обратите внимание, что здесь учтена ручка. Ручка есть у всех заварников, поэтому обязательно ее учитывайте. Теперь измеряю, что у меня получилось практически 19 сантиметров. Округляю, делаю отметку, округлила до 19, там буквально 2-3 миллиметра. Теперь добавить нужно еще 2 сантиметра и найти центр. У меня получилось 21 сантиметр, поделила пополам, 10 с половиной, беру циркуль и от центра делаю просто вот такой круг. И у нас получилась та самая единственная выкройка, которая нам нужна. Теперь я готовлю материалы, из которых буду шить. Ткань можно взять абсолютно любую, можно также использовать старые джинсы. Я же буду шить из хлопка, и это у меня вот такие остатки и обрезки, это выпады от кроя, но мне их вполне достаточно. Они все вот такие нарезанные, то есть длинных кусков здесь нет. Я покажу, как соединить, как сделать их больше, как сделать из них длинные полосы. Ну и так как я запланировала термополотно, то буду использовать вот такие упаковки из-под кофе. Предварительно я их разрезала, салфеточкой протерла, утюгом не утюжила, иначе край этих полос загибается. Итак, нарезала полоски. У меня из ткани шириной 4 сантиметра, а из упаковки ровно 2 сантиметра. По длине они должны быть ориентированы на ваше изделие. Смотрите, вот мой круг. И полосочки вот такие с запасом. Пускай лучше вы срежете лишнее, нежели не хватит. Также напоминаю, что в этом изделии два круга, и вот этот, который мы нарисовали, он чуть меньше, а тот, который побольше, он ровно на 1 сантиметр с каждой стороны больше. Поэтому я также это учитывала. Теперь свои полоски я буду совмещать следующим образом. Серой стороной к изнанке, так как лицевая сторона упаковки, видите, она, во-первых, будет у меня разных цветов, и для того, чтобы ее не было видно, во избежание каких-то неприятностей, я буду вот так укладывать как бы изнанка к изнанке. Далее вот так нужно будет завернуть с двух сторон и сделать строчки. Утюжить либо не утюжить — дело ваше. Я заутюживала только с одной стороны. Вторую сторону подгибала по ходу шитья. Я возле машинки, у меня стоит обычная прямая строчка, длина стежка 3 миллиметра. Если нравится крупнее, либо наоборот более мелкий, то выбирайте по своему вкусу. Кстати, можно также сделать и декоративные строчки. Итак, вот таким образом я складываю, так чтобы все было ровно, красиво и аккуратно. Прошиваю с одной и также со второй стороны. А для того, чтобы соединить и сделать длинные полосы, я вот таким нехитрым способом просто сшиваю полоски между собой. Складываю их лицом к лицу, обязательно делаю закрепку, чтобы ничего не распускалось, и прошиваю. Так, готово. Как я прячу эти швы, чтобы их не было видно в полотне, я также покажу, когда буду делать непосредственно плетенку. И вот эти швы вот так в разутюжку.
Также, когда мне нужно соединить упаковочные полоски, так как я ограничена высотой упаковки, их можно также соединить по-разному. Можно вот так прошить, затем отогнуть припуск, можно вот так внахлёст, можно прошить прямой строчкой, можно также прошить зигзагом. Тут, как говорится, каждый выберет для себя удобный способ и будет ним пользоваться. Если вы пришиваете внахлёст обычной прямой строчкой, я рекомендую сделать их две. Сейчас прошиваю, покажу. Вот так, смотрите. И вот все равно есть припуск, нахлёст. Если бы это был зигзаг, этого бы не было. Но если прямая строчка, то лучше их сделать две. Для съемной детали я подготовила спанбонд. Я его буду делать в два слоя, только потому что он у меня тонкий, 40 грамм на квадратный метр. Если у вас более плотный, то берите в один слой и будет все прекрасно. Эти два слоя я между собой прошила для того, чтобы было удобно и эти слои не смещались относительно друг друга. Так как они у меня неровные, брала я их, естественно, с запасом, так как мне нужно было их прошить. Теперь я делаю разметку, беру свой шаблон и, отступив от края где-то полтора, можно даже лучше будет сделать 2 сантиметра, делаю разметку и по ней вырезаю. Так как у нас плетенка имеет форму круга, но плести мы будем все равно квадрат, из которого мы потом вырежем круг. Поэтому тут должно быть все ровно и лучше с запасом. Всегда говорю, лучше срезать лишнее, нежели не хватит. Ну что ж, полосочки мои готовы, вот так они выглядят. И я беру основу, ту, которую только что делала, выкладываю их, ну, вот так, как мне больше нравится. Конечно же, стараюсь, чтобы двух одинаковых цветов у меня рядышком не было. Но это не обязательно, эта плетенка может быть вообще однотонная. Ну, я вот именно таким образом делаю. Обязательно прикладываю шаблон, чтобы понимать, что у меня все хватает, все у меня красиво и хорошо. С одной стороны вы видите, что я выравниваю и прям совмещаю с краем моей основы все полоски. И именно по этому краю вот так просто обычной прямой строчкой я это все зафиксировала. Так работать намного удобнее. Теперь начинаю плетенку, для этого все выравниваю и вот так через одну поднимаю свои полосочки, укладываю ровно и возвращаю их в исходное положение. Смотрите, можно, например, другого цвета. Ну, тут опять же, каждый подбирает для себя. Еще раз повторюсь, эта плетенка может быть даже однотонной и будет также выглядеть красиво. Далее, следующую точно так же, только уже другая очередность. То есть, если я первая поднимала первую, третью, пятую, то в этот раз вторую, четвертую и так далее. Ну, ничего сложного здесь нет, справится точно каждый. Перетягивать здесь ничего не нужно, но также обязательно просто следите за тем, чтобы все было ровно. Делайте это на ровной жесткой поверхности, не делайте это на кровати, на диване, ну, никаких подушек, ничего такого. И тогда у вас точно будет ровно, красиво и аккуратно. Но если нужно, вы в любой момент, так как тут зафиксирована только одна сторона, вы в любой момент можете двигать эти полоски, поправлять. Ну, то есть не бойтесь, что у вас не получится или что-то будет не так. На этом этапе все можно поправить, все можно исправить и переделать. После того, как вы выложили все полосочки, убедились, что все ровно и красиво, по остальным сторонам сделали строчку и зафиксировали. Все, деталь готова. Для второй круглой детали, которая будет несъемная, я подготовила все те же два слоя спанбонда, но также еще буду использовать в ней утеплитель. Это тонкий утеплитель 100 грамм на квадратный метр, и я его прошью, вот так простегаю между собой все три слоя для основы. Вот так это выглядит. И на этой основе я также сделаю плетенку. И вот так выглядит полотно для двух моих круглых деталей. Видна ли вам разница?
Вот так. С правой стороны заготовка без утеплителя, с левой стороны с утеплителем. И сейчас приступаю к третьей детали. Итак, плетенка делается точно так же, за исключением вот этих швов. Они у меня тут на каждой длинной полосе по 2 шва. И, естественно, саму деталь я делаю просто длиннее, для того, чтобы я могла эту полосу двигать и спрятать эти швы. Так как это плетенка, сделать это легко. Сейчас покажу. Смотрите, вот этот шов и вот второй шов. Вот. Просто сейчас так, чтобы вам было видно край. Просто я вот так подвигаю, и все. Вот тут шов спрятался, и тут где-то он, вот он, и тут тоже он спрятался. Поэтому плетенка выглядит вот так красиво, аккуратно, но при этом все швы спрятаны. Теперь у меня два полотна готовых, и также вырезаны две вот такие заготовки из готовой стежки. Круг, который меньше, это тот, который мы с вами рисовали. Вот этот, который больше, в диаметре на 2 сантиметра больше, нежели первый. Это тот, что больше, это наша крышечка. И также для маленького круга я из упаковки кофе вырезала также круг, чтобы он был термо. И вот эта длинная деталь, кстати, покажу, какая у меня стежка. Вот так она выглядит. Она двухсторонняя, но это абсолютно не обязательно. Можно использовать вот такую одностороннюю, то есть вот так с одной стороны подкладочная ткань, со второй стороны синтепон, либо же просто самому взять любую ткань и простегать на утеплителе. Теперь давайте поговорим о этой длинной детали. Размер ее равен диаметру того первого круга, который мы с вами изначально строили. А высота — это высота вашего чайника плюс 2-3 сантиметра. Теперь смотрите, как я выкраиваю плетенку. Обязательно сделала разметку и по этой разметке сделала мелкую строчку. Таким образом ваша плетенка будет ровная, ничего не распустится, и все будет аккуратно и красиво. После того, как строчка сделана, отступив от строчки 1-2 мм, вырезаю. Это у меня съемная деталь, совмещаю изнанка к изнанке. И просто по краю мне нужно зафиксировать эти две детали обычной прямой строчкой. Пришивная деталь, все точно так же, только вовнутрь я вкладываю упаковку из-под кофе. Прошиваю. На длинной детали также будет термоматериал. Для этого вот таким образом я соединила. И также между основной деталью и подкладкой будет вот этот термоматериал. Совмещаю и точно так же по краю фиксирую. Теперь все три детали мне нужно окантовать. Для этого я использую на длинную деталь полоску ткани 6 сантиметров. Если вы любите окантовку тоньше, можно взять меньше, если больше, можно больше. И для круглых деталей они выкроены по косой, для основной детали нет. Если вы не знаете, как сделать окантовку, у меня есть отдельное подробное видео, ссылку на которое я оставлю в описании под этим видео. Переходите и смотрите. Итак, все мои детали окантованы, и мне теперь остается собрать это в единое изделие. И начинаю с того, что соединяю сначала длинную деталь. Я шью крепкими нитками, вот так в уголочек. Там прячется узелок, и затем я совмещаю вот таким образом, ровненько, аккуратно. И обычным потайным стежком, главное крепкой нитью, вот так сшиваю. Не спеша, аккуратно, сначала вверх, потом вниз. И получается вот так. После того, как проутюжим, этот шов будет выглядеть лучше. И теперь нам нужно пришить вот эту деталь, которую мы изначально с вами строили выкройку. Совмещаем вот так. И точно таким же способом, потайным стежком, мы это все сшиваем. Для удобства я пользуюсь портновскими булавками. Вот так вкалываю и фиксирую. Так будет точно все ровно и красиво.
И вот такой результат у меня получился. Если вам не нравится, как выглядят ручные стежки, то на этом этапе их или в принципе в любой момент их можно закрыть. Можно подобрать различные варианты, например, применить кружево, различные ленты, шнуры, все, что вам больше понравится. Также можно даже применить стразовую ленту. Вот так это может выглядеть. Еще из вариантов также можно сделать ручку на крышку. Но так как у меня это все-таки ну, такое двойное назначение этого изделия, то ручку я делать не стала. И вот так выглядит мой конечный результат, которым я очень сильно довольна. Получилась прекрасная грелка на заварник и прекрасный короб для хранения. И лично для меня заварник это все-таки сезонный гаджет кухонный, поэтому мне не хотелось шить просто грелку на заварник. И я придумала вот такое универсальное изделие. И на этом видео будет подходить к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. На сегодня все, всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.